12 тысяч лет. Никто не помнит. Камень помнит все. Человек нет. Это не легенда. Это не миф. Это земля и то, что в ней. Это базальт. Инструмент кремень. Руки человеческие. Возраст 12 тысяч лет. И это старше Стоунхенджа на 7 тысяч лет. Старше Египта. Старше колеса. Старше почти всего, что мы называем началом истории. Его называют старшим братом Гёбекли-Тепе, но мало кто знает это имя. Карахан-Тепе. Юго-восточная Турция, хребет Тек-Тек. И о нем почти не говорят. Почему, вы поймете к концу этого видео. Сегодня говорим мы. Представьте, нет городов, нет государства, нет армии, нет письменности, нет металла, нет колеса. Только люди, огонь, животные вокруг, и небо, и камень, который можно обтесать, если знать как. Кто-то из этих людей однажды посмотрел на базальтовый холм, встал, взял камень и начал. Не ради еды, не ради тепла, ради чего-то, у чего не было названия, но было направление — вверх. Ради чего-то, для чего у нас до сих пор нет точного слова. Смысл появился раньше цивилизации, раньше государства, раньше письменности. Это и есть начало. Все, что мы думали о начале человечества, нуждается в пересмотре. Но есть место, которое отвечает. Не словами, камнем, резьбой, архитектурой. Его открыли не так давно, случайно, как почти все великое. Пастух, хребет Тек-Тепе, обработанный камень в земле. Год 2019. Турецкое правительство запускает проект Таш-Тепеляр. Профессор Стамбульского университета Некми Карул возглавляет экспедицию. Первый шурф, первый столб, первая пауза, когда понимаешь, что нашел. Систематические раскопки начались в 2019-м. Профессор Карул опускает карандаш, смотрит в шурф. Потом пишет одно слово. Невероятно. Значительно — это мягко сказано. Карахан-Тепе оказался настолько крупнее ожиданий, что первый отчет пришлось переписывать дважды. Для сравнения, Гёбекли-Тепе. Его называют нулевой точкой истории, самым старым храмом в мире. 45 километров между ними. Одна эпоха. Вероятно, один народ. Но совершенно разные решения. Радиоуглеродный анализ дает цифры. 9400 – 8000 лет до нашей эры. До гончарного круга еще 1500 лет. До металла еще дальше. Но архитектура. Спланированная, симметричная, намеренная. Столбы из того же базальта. Та же Т-форма. Но делали их иначе. В Гёбекли-Тепе – контур. В Карахан-Тепе – объем. Разница как между рисунком и скульптурой. Та же рука, другое намерение. Что это значит, ученые пока не сошлись. Версий несколько. Инструменты найдены прямо на месте. Кремень, обсидиан, следы работы. Те, кто строил это, были охотниками-собирателями. Не земледельцами, не горожанами. Эпоха называется докерамический неолит Б, самый загадочный период в истории человечества. 12 объектов в одном регионе, разные холмы, разные стили, одна эпоха. Исследователи называют это Таш-Тепелер – каменные холмы. На большинстве объектов один символ – змея, снова и снова. В Карахан-Тепе особенно – змеи на столбах, на полах, на стенах. По мнению исследователя Оливера Дитриха, символ перехода между мирами – жизнь, смерть, возрождение. Но не только символы. В 2021 находят нечто беспрецедентное. Круглый зал вырублен в живой скале, ступени ведут вниз. У основания столбов черепа, намеренно помещенные.
Смерть была здесь частью языка, но не единственным словом. На столбах руки, просто руки, без тела, только жест, направленный внутрь, к себе. Масштаб пространства для 100 человек одновременно. Блоки весят до 10 тонн. Доставка без колеса, без стегловых животных. Только люди, веревки, бревна и намерение. В 2023-м эксперимент. Современная команда пробует вырезать такой же узор кремнем. Результат – 1000 ударов, чтобы вырезать одну змею. Месяцы работы на один столб. Они знали, что делали, и делали это снова и снова 1500 лет. Зачем? Ответа нет. Но есть находки, и каждая следующая ставит вопрос острее, потому что одна из них изменила все. В 2022-м из земли извлекают голову, человеческую, вырезанную из известняка, реалистичную настолько, что кто-то 9000 лет назад знал этого человека. Возможно, первый реалистичный портрет в истории человечества, по мнению ряда исследователей, старше египетских масок на 5000 лет, точно. Но у скульптуры нет тела. Голова в одном конце раскопа, тело в другом. 10 метров между ними. Можно ли их совместить? Совпало идеально. До миллиметра. Это был один человек. Намеренно разделенный. Разделение намеренное. Это не случайность хранения. Это обряд. Голова находилась в прямой видимости амфитеатра. Это не случайно. Амфитеатр. Круглый. Вырубленный в живой скале. За 9000 лет до греков. Скамьи отполированы тысячами прикосновений. За 1000 лет до того, как появилось слово «театр». Один столб. В центре. Все взгляды на него. Версия первая. Инициации. Переход. Из одного состояния в другое. Навсегда. Это гипотеза. А вот что нашли на полу. Следы огня, охра, кости. Не все животных. Некоторые человеческие. Это уже не версия. Карул. Ничего подобного в этой эпохе мы раньше не видели. Диаметр 17 метров. Акустика феноменальна. Если хлопнуть в ладоши у центра, звук возвращается дважды. Это спроектировано. На столбе точки 32. В нерандомном порядке. Кто-то их считал, кто-то их размещал. Зачем? Астроном Бельмонте из Института астрофизики Канарских островов ответил: это звездная карта. Орион, Плеяды. Совпадение статистически невозможное. Орион поднимается точно над амфитеатром в день зимнего солнцестояния. Среди знаков не только точки, параллельные линии на нескольких объектах, одинаковые. Что это вообще такое? Никто не ставил этот вопрос вслух до недавнего времени. Ряд исследователей видит параллели с протописьменностью. Осторожно, очень осторожно. Параллели с ранними шумерскими знаками есть. Это гипотеза, одна из многих. Официальной позиции нет. Дискуссия только начинается. Это наука в реальном времени. Раскопано меньше 5%. То, что мы видим, один угол, одного дворца, в одном из 12 мест. 95% еще в земле, ждут. В 2022 открыли особое здание, прямоугольное, изолированное, отдельно от всех остальных построек, как будто намеренно спрятанное. Единственный вход — коридор, такой узкий, что боком, голову вниз, плечи внутрь. Архитектура, которая говорит телу: ты входишь не просто так. Рельефы на каждой стене. Плотно, как будто свободного пространства быть не должно. Фигура без головы. Снова. На другом объекте то же самое. Это система. Снаружи пространство для 100. Внутри коридор для 1. Намеренный контраст. Зооархеолог Йылмаз Саракая анализирует кости. 3 доминирующих вида на каждом горизонте. Газель, тур, кабан. Одни и те же на всех строительных горизонтах. 1500 лет,
одни животные. Что-то в этом месте удерживало их, поколение за поколением, на протяжении 1500 лет. Отверстия в полу, правильные, рядами. Назначение неизвестно. Варианты – жидкость, столбы, ритуал. Нет бытового мусора, ни одного, только ритуальные объекты. Это место не жилое, оно сакральное. А параллельно другие команды работают на соседних объектах того же региона. Харбит Суан-ТП, Курт-Тепеси. Везде одни образы, разная техника, одна система смыслов. Обсидиан привезен издалека. Ближайший источник в 150 километрах, пешком, по горам. Зачем-то это было важнее покоя. Это означает одно. Они приходили сюда намеренно, издалека, из разных мест. Это не деревня, это место назначения. Никто здесь не жил. Ни одного очага, ни одного зернохранилища, ни одного следа ночевки. Сюда приходили, делали что-то важное, уходили, возвращались. Снова и снова 1500 лет. Попробуйте представить масштаб этого «зачем». Версий много, единого мнения нет. Это наука в реальном времени. Именно это и не дает думать, что мы все знаем. Новый сезон, новая постройка, новый столб. На нем 3 человека. Держатся за руки. Возможно, первое изображение человеческой близости в истории искусства, по мнению тех, кто их нашел. Разного роста, разных пропорций, но держатся. Охраняют или приветствуют – неизвестно. Оба значения работают. Возможно, оба верны. Карул – беспрецедентная находка в истории неолитического искусства. Кто-то вырезал в камне объятие 9000 лет назад. Новая постройка на краю комплекса. Они поместили это объятие туда, где его найдут, через 12 000 лет. Закат. Ученые стоят у края, молчат. Кремень, терпение и что-то, что мы не умеем назвать. Внизу жизнь, очаги, животные, дети. А они шли наверх. Тропа стерта тысячами ног за 1000 лет. Один и тот же путь. Они шли сюда, как мы идем на похороны, зная, что это важно, не умея объяснить почему. Осень. Последний день сезона. Брезент накрывает столбы. До следующего года. Полевой журнал закрывается. Хребет снова пустой, молчит. Местные жители знают место духов. Не ходили туда ночью. Местные жители передают слова своих дедов. Там живут те, кто был до нас. Никто не ходил туда ночью. Никто не объяснял, почему. Они были не такими далекими от нас, только другими. Рука без тела, жест к себе. Они что-то знали о себе, что знаем и мы. Рассвет над хребтом. 12 холмов. 12 молчаний. Факт первый. Карахан-ТП существовал с 9400 до 8000 лет до нашей эры. Второе. Его строили охотники-собиратели, люди без городов, без письменности, без государства, без всего, кроме намерения. Третье. Кто-то вырезал в камне 3 людей, держащихся за руки. Намеренно. Четвертое. Архитектура намеренная, с акустикой, с ориентацией на небо, с символикой смерти и возрождения. Факт пятый. Раскопано меньше 5%. А теперь вопросы. Один вопрос самый неудобный. Что было в этом месте до того, как они начали строить? Почему именно здесь? Почему Карахан-ТП засыпан? Намеренно. Кем-то, кто знал, что делал. Это не разрушение, это погребение. Кто-то прощался. Одна культура строила это место или несколько? Стратиграфия не дает однозначного ответа. Разный стиль резьбы на одном столбе, разные руки или разные века. Если это разные эпохи, значит место было живым, не музеем,
рабочим пространством, куда возвращались, как возвращаются к незаконченному разговору. Самый главный вопрос – что здесь происходило? Именно здесь, именно ночью. Пламя, танец, голос, тишина – мы не знаем. И это честный ответ. Исследователь Бану Арслантас: каждый раз, когда я спускаюсь в амфитеатр, мурашки. Это не научное объяснение, но это правда. Место было создано для того, чтобы человек чувствовал себя частью чего-то большего, и они справились. Этот человек смотрит в нас, прямо, без страха. Разговор через время. Они говорили камнем, образом, жестом. Мы слушаем. Но он еще не окончен. Земля хранит 95%. Разговор еще не окончен. Кисть касается поверхности. Возможно, первое прикосновение за 12 тысяч лет. Мы держим в руках то, что они сделали для нас, не зная о нас. Это привилегия и ответственность. Карахан ТП ждал 12 тысяч лет. У него есть время. У нас только сейчас. Под этим хребтом вся история. Все, чем мы стали, еще не названное. 8 миллиардов людей на планете. Все потомки тех, кто строил это. Разные языки, разные лица, одна линия. Начинается здесь. Архитектура помнит. Круглый зал с символом в центре – это не изобретение греков. Это память формы. Передавалась тысячелетиями. Никто не знал откуда. Каждый раз, когда гаснет свет в театральном зале, что-то в теле знает, сейчас начнется что-то важное. Это не театральная традиция, это память тела. Ей 12 тысяч лет. Любопытство не изменилось. Ни на один нейрон. В музее Шанли-Урфе они уже здесь. Смотрят на нас. Дети у витрины узнают что-то. Не знают, что именно, но узнают. Этому человеку было имя, его знали, его помнили, пока помнили. Прямо сейчас, пока мы смотрим это видео, кто-то в Шанли-Урфе пашет землю над неолитом. Не знает об этом. Или знает. 12 тысяч лет. Сверху трактор, снизу ответы. Кто-то однажды поднимет этот камень, и все изменится. Снова. Некоторые вещи важнее выживания. Это знали они, это знаем мы. Команды продолжают работу. Каждый сезон новое слово в разговоре. Мастерок, край камня, 12 тысяч лет ожидания и еще 1 сантиметр. Карахан ТП не ответ. Это зеркало. И ты уже в нем. И тогда, и сейчас.